Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasудевая. Сегодня мы продолжаем обсуждать Бхагавад-гиту, как она есть. Мы добрались уже до 26 стиха. Я прочту предыдущий стих, и чтобы опираться на него, идти дальше. Невежды выполняют предписанные им обязанности, стремясь к плодам своего труда, тогда как тот, кто обладает совершенным знанием, должен делать то же самое, но не ради корысти, а для того, чтобы направить людей на истинный путь. И 26 стих прочтем санскрит. На будхи бхедам джанает, аджнанам карма сангинам, джашает сарва кармани, видван юктах самачаран. На не будхи бхедам раздвоение разума. Джанает должен порождать, аджнанам невежд, карма санганам привязанных к деятельности, джошает пусть побуждает совершать, сарва все, кармани действия, видван тот, кто обладает знанием, юктаха занятый, самачаран практикующий. Литературный перевод и комментарий его божественной милости Абхай Чаранаравинды Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада ки чай. Чтобы не вносить смятение в умы невежд, привязанных к плодам своего труда, как мы вчера говорили, да, асактаха, ну, вернее, сактаха, тем, кто привязан к плодам своего труда, и авидманаха, к плодам своего труда. Мудрец не должен побуждать их прекратить всякую деятельность. Напротив, трудясь в духе преданного служения Господу, он должен занимать их разнообразной деятельностью, чтобы они могли постепенно развить в себе сознание Кришны. Комментарий. Ведашча сарвайр ахам эва ведях. Вот высшее предназначение всех ведических обрядов. Все ритуалы, все жертвоприношения, все предписания вед, в том числе и те, которые касаются мирской деятельности, предназначены для того, чтобы человек мог постичь Кришну, ибо это высшая цель жизни. Но поскольку обусловленные души стремятся лишь к чувственным удовольствиям, они изучают веды исключительно ради того, чтобы испытать эти удовольствия. Однако, занимаясь кармической деятельностью и удовлетворяя свои желания так, как это предписано ведами, человек может постепенно прийти к сознанию Кришны. Поэтому тот, кто уже обрел сознание Кришны, не должен убеждать людей в том, что их деятельность бессмысленная или что их представления о жизни ошибочны, но должен на собственном примере показать им, как результаты любой деятельности могут быть использованы в служении Кришне. Человек, усвоивший науку сознания Кришны, должен действовать так, чтобы невежественные люди, которые трудятся ради чувственных удовольствий, могли научиться тому, как правильно действовать и жить. Не следует мешать невеждам выполнять их обязанности, но того, кто уже встал на путь сознания Кришны, можно сразу занять в служении Господу, не ожидая, пока он выполнит все предписания вед. Такому счастливцу не нужно совершать ведические ритуалы, действуя в сознании Кришны. Он получит все те результаты, которые приносят выполнение предписанных шастрами обязанностей.
На самом деле очень интересный стих, потому что здесь мы опять возвращаемся к двум типам людей. Сактаха, асактаха, привязанные и непривязанные. Те, которые привязаны, они неминуемо страдают, а те, которые не привязаны, они от марати или от марамы, да, то есть они удовлетворены сами в себе. И здесь как раз, поскольку постоянно одни находятся в отношениях с другими, постоянно идет речь о том, каким образом можно взаимодействовать. Да? Вот вчера, по-моему, да, Денис задал вопрос по поводу взаимоотношений в семье, да, например, как действовать, если кто-то занимается обычной деятельностью или принадлежит к другой какой-то культурной или религиозной традиции, а кто-то практикует сознание Кришны. И здесь как раз дается очень, в комментарии, по крайней мере, Шрила Прабхупада дает очень важные наставления. Итак, мы начнем обсуждать, сейчас прочтем благоприятные молитвы и начнем обсуждать именно опять вот с этих двух типов сознания и каким образом действуют те, кто является асактаха, непривязанным к результатам труда, те, кто встал на путь самоосознания, кто черпает или пытается, по крайней мере, черпать удовлетворение в самом себе. И посмотрим, как это применимо в нашей жизни непосредственно и в наших обстоятельствах. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам йена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам йена бутале сваям рупам кадамахьям дадати свападантикам ванча калпатарупьясча крипа синдубья эвача патитанам паванебьо вайшнавебьо Ай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Намо Намаха Шри Адвайта Гададхара Шива Сади Гаур Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Tarine. Итак, еще раз прочтем стих. На будхи бхедам джанает аджнанам карма санганам джушает сарва кармани видван юктах самачаран. Чтобы не вносить смятение в умы невежд, привязанных к плодам своего труда, мудрец не должен побуждать их прекратить всякую деятельность. Напротив, трудясь в духе преданного служения Господу, он должен занимать их разнообразной деятельностью, чтобы они могли постепенно развить в себе сознание Кришны. Значит, этот мир, материальный мир, он мир двойственности. Считается, что духовный мир или мир, несмотря на то, что он разнообразен, красив, и, собственно говоря, материальный мир, он черпает свое разнообразие также в духовном мире. Говорится, что нет ничего в материальном мире того, чего бы не было в духовном мире или в царстве, в горнем мире, да, в царстве Бога. Вот. И тем не менее, духовный мир, он по своей природе, скажем так, символизирует единство в разнообразии, там есть единый центр. Но материальный мир – это мир двойственности. Черное, белое, плохо, хорошо, холодно, жарко, день, ночь и так далее и тому подобное. И категория первых людей, да, вот которых Кришна здесь в этом стихе называет невеждами, то есть люди, которые отождествляют себя с этим телом,
их, конечно же, в Кали-югу большое, так сказать, преимущество. Ну, можно сказать, что 99,9% людей, если им задать вопрос, кто ты, ответят на это там, я Иван Иванов, я слесарь, я русский, я мужчина, я, не знаю, президент Российской Федерации, я тот-то, я сё-то и так далее. Но Кришна во второй главе Бхагавад-гиты, он объясняет Арджуне, что человек не является этим телом. Он объясняет, что это тело является просто машиной, неким скафандром, машиной, оболочкой, которая, собственно говоря, является временной. И то, что является неизменным, оно вечно, а то, что изменно, то временно. И это тело, оно подвержено изменениям 6 видов. Оно рождается, оно растет, какое-то время существует, производит побочные продукты, ну или там какие-то продукты, а потом идет энтропия, разрушение и полное исчезновение. Но то, что не меняется в течение времени, а в данном случае мы говорим о хозяине тела, так сказать, можно сказать, водителе, если привести такую аналогию, да, что тело это машина, то мы сможем увидеть, что подобно тому, как хозяева разных машин отождествляют себя с этой машиной, подобно этому и душа, находясь в том или ином теле, она начинает отождествлять себя с этим телом. Я мужчина, я женщина, я собака, я муха и так далее и тому подобное. Я россиянин. Мы говорили об этих кругах эгоцентрической системе координат и вот этих сферах, сферических отождествлений, да, которые самое яркое или самое ближнее, самое дорогое для нас отождествление — это я тело. И потом уже там я муж, я отец, я сын, я русский, я мужчина, я землянин и так далее и тому подобное. И вот подобно тому, как хозяева разных машин могут отождествлять себя непосредственно с машиной, да, сама машина дает какую-то некую уверенность. Если вы едете, условно говоря, на каком-нибудь новеньком Крайслере, или Кадиллаке, или Феррари ручной сборки за там, не знаю, 600 тысяч долларов или 600 тысяч евро, я плохо в этом разбираюсь, то вы чувствуете себя особым образом. Если же вы едете в какой-нибудь престарелой такой шестерке или там, пятерке, да, Жигули, которая уже, в общем-то, давно не выпускается, то и у вас соответствующее есть отождествление определенное. И тот, кто едет, безусловно, едет там, условно говоря, там, на Mitsubishi Pajero или на Renault каком-нибудь там. Ну, Renault это не та, наверное, марка, да, где, чтобы можно было себя отождествлять, ничего не имею против. Ну, наверняка есть какая-то хорошая, ну, скажем так, Ferrari, да, в крайнем случае Lexus или еще что-то, то, конечно же, мое отношение к тому, кто едет на Запорожце или на старенькой шестерке, пятерке, оно будет пренебрежительно. Таким образом, подобно тому, как водители разных машин отождествляют себя с машиной, да, получая ту или иную степень как бы, уверенности в себе, как на одной маленькой, очень маленькой машинке я увидел на заднем стекле такая надпись: большая машина, большие комплексы. Вот, большая машина, большие комплексы. Вспомнился анекдот. Вот как раз про такую маленькую машину. Один владелец Запорожца, он чувствовал себя очень скверно, потому что на дороге все его прижимали очень сильно. Вот это идет отождествление как раз, да. Вот это понимание, что как бы я машина, да. И он пожаловался своему другу, что не знаю, что делать вот с этой ситуацией, потому что ну, все меня притесняют, прижимают, обгоняют, сигналят, обзывают. И друг ему посоветовал: ты знаешь, сделай дуги, справа, слева дуги, поставь фары туда. В темноте, особенно когда едешь, кажется, что, в общем, большая машина, такая серьезная машина, и, в общем-то, никто не будет тебя над тобой подтрунивать, будут сворачивать и так далее. Но он так и сделал. Но немножко переборщил с дугами, подумал, дай-ка я вот сейчас вот так покруче сделаю, что же. И такие дуги, там, метр вправо, метр влево, поставил фары и едет в темноте, значит,
навстречу едет дальнобойщик на такой огромной машине и не поймет вообще, что такое вообще там на всю дорогу, вот какая-то вот какие-то неимоверно широкая машина, и вот он с партнером обсуждает, что это такое вообще, что это такая машина, непонятная. Вроде фары низко находятся, потому что, то есть, скорее всего, вряд ли это какой-то наш собрат-дальнобойщик, но едет почти посередине. И второй пригляделся и говорит, наверное, это два мотоциклиста езжают посередине. И вот таким образом желание каким-то образом выйти за рамки своих кармических возможностей, она обычно может приводить к трагическим последствиям. Но эту аналогию мы привели к тому, чтобы показать, как разные типы тел или типы машин, а наши тела не что иное, как машина. Машина для, или как говорила Матрона Московская, что тело это домик для души. Разные могут быть, скажем так, аналогии. Был такой фильм, ну он не был, он есть сериал даже, «Суд небесный», по-моему, называется, с известными российскими актерами. И вот там как раз вот эти тела, да, человеческие тела, их называют скафандрами, как скафандрик. Нет, костюмчик. Да, главное, чтобы костюмчик сидел. Так вот, это абсолютно точное определение, костюмчик, потому что именно с костюмом нам не жалко расставаться. И когда мертвое тело лежит, скажем так, на коленях у матери, она причитает и говорит, куда же ты ушел, на кого ты меня оставил. Ну вот, казалось бы, вот сын здесь, вот. Но она понимает, что тот, кто был, кто находился в этом теле, он ушел, его больше нет. Вот это глубинное, спонтанное понимание говорит о природе вещей как раз, подчеркивает природу вещей. Но будучи обусловленной материальной природой, будучи обусловленной тремя гунами материальной природы, мы считаем себя этим телом. И вот Кришна называет таких людей, которые считают себя, отождествляют себя с этой машиной тела, он называет их невеждами. Но те мудрецы, которые асактаха, которые не привязаны ни к этому телу, ни к этому миру, ни к чувственным наслаждениям, они выходят за рамки материального отождествления, и здесь как раз в этом стихе говорится о взаимоотношениях, каким образом они должны действовать. Говорится, что мудрый человек, он не должен беспокоить невежду, который отождествляет себя с этим телом, не должен говорить ему, что ты вот занят этим чувственным наслаждением, что ты, так сказать, вот надо прекратить все это, брось, надо все дела свои посвящать Кришне, Богу и так далее. Нет, здесь Кришна советует другое. Более того, в 18-й, в последней главе, Кришна вполне четко дает указание Арджуне, говорит, что эту науку, которую я раскрыл тебе, ты не должен, так сказать, открывать тем, и перечисляет 4 категории людей. Там те, кто завистливый, те, кто не является моим преданным, те, кто никогда не совершал аскезы, и тот, кто не служил мне. Да? И с этой точки зрения получается, что, наверное, 99,9% они должны быть лишены просто этого знания Бхагавад-гиты. Вот, потому что достаточно строго. И с другой стороны, здесь Кришна говорит, что единственный способ, да, как бы дать какое-то знание, дать какое-то благо этим людям, это личным примером и вовлечением их в процесс преданного служения. Кришна в Бхагавад-гите говорит о 2 типах людей, о душкритинах и сукритинах. По сути дела, это вот то, о чем мы говорим, но это немножко другой формат. Сукритинах это те, кто встал на путь, вернее, те, кто обратился к Богу по 4 причинам. По причине того, что находится в беде, или желая материального процветания и понимая, кому нужно обращаться с такими просьбами. Либо любознательные, просто любопытные люди, и также люди, ищущие абсолютную истину. 4 категории людей, Кришна говорит, приходят ко мне. Но это люди, то есть, другими словами, вот эти 4 типа людей, сукритинах, те, кто накопили определенный запас благочестия, они становятся верующими, они начинают верить в Бога, но эта речь не идет о преданных, то есть речь идет не о том, что они уже стали преданными, то есть адхикара или квалификации преданности у них еще нет, они пока поверили в Бога.
Но следующий этап – это не просто поверить в Бога, а поверить Богу, то есть поверить в Его слова, в Его наставления, принять Бхагавад-гиту или песнь Бога как руководство к действию, как руководство своей жизни. И другая категория людей, которые, Кришна говорит, никогда не приходят ко мне, это 4 типа душкритинах. Душкритинах, и он перечисляет этих также людей. Там это фактически ученые, чей ум или чей разум похищен знанием, это низшие из людей, это там, чандалы, собакоеды и демоны, да, то есть 4 категории людей, которые никогда, он говорит, не приходят ко мне. Но даже в этих комментариях Шрила Прабхупада, у него есть такое классическое слово «однако». «Однако» — это то, что называется милость чистого преданного. Да? Несмотря на то, что Бог ставит определенные запреты, но чистый преданный Бога, проявляя сострадание к живым существам, он говорит «однако». Ну, то есть он ищет какие-то лазейки. И даже здесь мы видим в скобочках, как бы дополнен вот этот перевод, да, уже непосредственно Шрилой Прабхупадой. Здесь говорится, что напротив, трудясь в духе преданного служения Господу, он, то есть кто, мудрец, должен занимать их разнообразной деятельностью. Не говорите мне или не советовать прекратить любую деятельность, а занимать их разнообразной деятельностью, чтобы, и уже в скобочках дополняет Шрила Прабхупада, чтобы они могли постепенно развить в себе сознание Кришны, сознание Бога. То есть здесь Кришна дает конкретный совет. Есть 2 пути. Есть путь праврити марга, путь чувственных наслаждений, путь привязанности, да? И путь неврити марга. Неврити марга – это путь отказа или отречения от всего. И тот, и другой путь, они не очень эффективны в Кали-югу. Ну, скажем, первый, он совсем не эффективен, праврити марг, да, путь привязанности, или путь чувственных наслаждений, дхарма, артха, кама, мокша, как мы говорили, да. То есть перепробовать все, наслаждать свои чувства, но следовать ведам, то есть следовать ведам, наслаждать свои чувства в соответствии с предписаниями вед, именно вот так говорится. И вот таким образом постепенно выйти на уровень преданного служения Богу. Крайне сложно, потому что путь наслаждения чувств в Кали-югу, он невозможно, очень опасен. В Кали-югу человек действует как вот эта бабушка или бабка из золотой рыбки. Если у вас есть желание получить новое корыто, то, получив его, вам уже захочется хижину новую. Но получив новую хижину, вы стремитесь уже занять какое-то положение. Не просто хижину, а какой-то дворец хотите. Потом вы хотите уже, когда у вас все обставлено, вы хотите какое-то положение. Там купчиха или там дворянка столбовая. И в результате вы доходите до полного безумия, потому что говорится, что наслаждение чувств подобно чесотке. Чем больше чешешь, тем больше чешется. И наслаждение чувств, оно всегда заканчивается горечью. Всегда. Нет такого. То есть, как говорит Рупа Госвами, он говорит, что наслаждение чувств, вернее, духовная практика, она вначале подобна горечи, но в конце сладко. Но чувственное наслаждение, оно вначале сладко, а в конце горько. Потому что любое чувственное наслаждение, оно приносит разочарование и страдания в конечном счете. Но регулируемое чувство наслаждения в соответствии с ведами в Кали-югу невозможно, потому что, говорится, никаким количеством чувственных наслаждений нельзя насытить чувства. Нельзя, просто это подобно тому, как подбрасывать в огонь дрова. Они разгораются все больше и больше и больше, и вот эта вот замечательная сказка о рыбаке и рыбке золотой, да, она характеризует. То есть в результате старуха получает все, фактически все, что она хотела, но и на этом она не останавливается. Она хочет стать владычицей морской, она хочет подчинить себе рыбку, которая символизирует в данном случае природу, да, вот эту материальную природу, энергию Бога, которая исполняет наши желания. Да, вот именно энергия Бога, она исполняет все наши желания. Вот, ровно до того счета, пока мы не захотели, так сказать, переступить эту черту и взять то, что нам не положено, взять более того, что нам выделено в наше пользование. Вот. И тогда мы оказываемся у разбитого корыта.
Поэтому путь Праврити Марга, он практически нереален в Кали-югу. И Кришна, несмотря на то, что это еще Двапара-юга, он дает такой совет Арджуне, что с одной стороны мы не должны настаивать на том, чтобы невежда закончил все свои чувственные наслаждения, чтобы он перестал трудиться. Почему? Потому что трудится-то он ради чего? Ради чувственных наслаждений. Да? Не будет трудиться, не будет артхи, не будет камы. Вот, и, соответственно, вроде бы так. Но Кришна говорит, это не работает. Нужно вовлечь его в процесс преданного служения. Но кто по доброй воле захочет служить Богу, если он, условно говоря, там, атеист или агностик, или демон, или он очень сильно привязан к чувственным наслаждениям, ну просто вот человек такой как бы. Кто захочет? Поэтому он говорит, Кришна говорит, собственным примером и вовлекая, да, собственным примером и вовлекая, можно сказать, в неосознанную деятельность. И тогда душкритинах, или тот, кто, как Кришна говорит, никогда не приходит к Кришне, у него появляется шанс развить в себе, вернее, скопить определенный уровень сукрити и перейти в разряд сукритинах. И вот эти три вида той благочестивой деятельности, о которой говорит Кришна, это чистая пища, чистый звук и чистая любовь. Чистая любовь – это непосредственно вовлечение человека в процесс преданного служения Богу, пусть он будет неосознанный. Но, тем не менее, это позволяет уже, как пишет Шрила Прабхупада, чтобы они могли постепенно развить в себе сознание Кришны. Итак, Праврити Марг в Кали-югу невозможен. Ниврити Марг практически тоже невозможен. Потому что, кто сейчас может следовать этим 4 принципам? Аскетизм, чистота, милосердие, правдивость. Да? Основной принцип Праврити Марга – это аскетизм, это аскезы. И это не те аскезы, которые, скажем, я могу протыкать себя насквозь, лежать на колючей проволоке там, или на гвоздях, на стеклах, могу ходить по горячим углям, обливаться зимой, там, я не знаю, стоять в проруби по 2 часа. Нет, имеется в виду другая аскеза. Аскеза, и Кришна объясняет здесь в Бхагавад-гите, что является аскезой для речи, но мы до этого еще дойдем, будем обсуждать это. Аскезой для ума, аскезой для чувств, аскезой для тела, что является. Потому что есть не просто аскеза для тела, не просто. Здесь еще должна быть аскеза для речи, аскеза для ума. Еще. Таким образом, путь Ниврити, он тоже не, практически для вот такой избалованной кали-южной публики он практически нереален. Но здесь Кришна использует очень интересное слово юктаха. Юктаха сама чаран. Кто практикует, юктаха переводит как занятый. И Господь Чайтанья, который явился в этот мир 500 лет назад, он дает очень мощную философскую доктрину последователям школы Шакти Паринамавады, да, то есть последователям вайшнавизма. И вот это отдельное направление, которое Господь Чайтанья фактически начал, это гауди вайшнавизм. Он дает очень мощную философию, примиряя не в смысле мерить, а в смысле мирить. Да? 2 совершенно непримиримые философии. Это двайта и адвайта. Двайта – это полное различие души и Бога. И адвайта – это полное неразличие, да? Или полное единство души и Бога. И вот Майявада, школа Майявады, или школа Адвайта-вады, да, она утверждает, что живое существо – это есть Брахман. И цель живого существа – осознать себя как Брахман и слиться с сиянием Бога, став самим Богом. Да. И поэтому последователи этого марга, этого пути, саньяси, они приветствуют всегда себя таким образом: Ом Нараяна, Ом Нараяна, Ом Нараяна. Вот. И то есть приветствуют себя как Нараяну, друг друга как Нараяну. Да? То есть такие вот заблуждения есть. И другая концепция, это вайшнавская концепция, которой следовали
который следовал Мадхвачарье, по-моему. Это Двайтавада. Да? Двайтавада – это полное различие души и Бога. Но Господь Чайтанья, Он, с одной стороны, дает нам философию ачинтья, пхеда, абхеда. Вот здесь тоже использован был термин такой, да? Будхи-пхедам. Будхи-пхедам – это раздвоение разума, раздвоение. И вот бхеда, абхеда, то есть это двойственность и недвойственность, единство и двойственность, да? Единство и отличие. И одновременно единство и отличие. Бхеда, абхеда, ачинтия, непостижимое, пхеда, абхеда, татва, знание, истина. Одновременно душа, она и едина с Богом качественно, она качественно равна Ему, то есть субституционально она равна. Но количественно можно сравнить как капля и океан. В капле тот же самый химический состав, как во всем океане. Но с точки зрения количественной, да, конечно же, глобальная разница. Океан топит корабли, огромные судна, вздымает огромнейшие волны, может затопить целые континенты, но что может сделать капля? Но хотя качественно по составу они равны. Итак, Господь Чайтанья дает нам эту философию, и Он примеряет вот эти два марга, Ниврити марг и Праврити марг. Примеряет каким образом? Он дает нам путь юкта вайраги, вот как здесь мы используем слово юкта, юктага, занятие. Что занятие? Занятие юкта вайрагия. Юкта вайрагия означает, что мы занимаем все то, что нас, так сказать, что является объектами наших чувств, занимаем в преданном служении Богу. Вот именно об этом здесь Шрила Прабхупада и комментируя говорит как раз. Да? Юкта вайрагия. Юкта вайрагия – это и не путь праврити, и это не путь ниврити. Юкта вайрагия – это отречение через привязанность. Да? Отречение через привязанность. То есть, другими словами, если принести аналогию, это подобно тому, как мы можем использовать нож по-разному. Да? Мы можем использовать его как хирургический инструмент, чтобы принести благо живому существу, а можем использовать как орудие убийства. Юкта вайраги, да, мы используем. Юкта вайраги – это использование всего, там, всех средств научно-технического прогресса, своего богатства, всего того, от чего идущие по пути ниврити отстраняются, как бы отказываются, отрекаются, мы используем в преданном служении Богу. Вот что такое юкта вайрагия. И вот этот путь как раз описывает здесь Кришна. Он говорит, что невежд нужно занять в процессе преданного служения, но не говорить им о том, чтобы они от чего-то отреклись, прекратили деятельность свою, так сказать, или прекратили наслаждение чувств. Пример, если мы возьмем, опять же, школу Шакти Паринама Вада или Гауди Вайшнавизм, каким образом это проявляется? К примеру, если бы мы шли по пути отречения, то, скорее всего, на обед, завтрак и ужин мы имели какую-то щепотку, небольшую щепотку дробленого риса или лущеного риса или еще что-то. Например, есть такое направление, храмы, очень много храмы Нараяна Свами. И там, значит, они питаются таким образом, очень много разнообразных блюд. Но для того, чтобы ими не наслаждаться, они просто смешивают это все в одну кучу, там соленое, сладкое, компот, я не знаю, все вот это смешивают и вот пытаются вот это есть, чтобы не наслаждаться этим. Да? Но юкта вайрагия означает, что мы наслаждаемся этими блюдами, всеми этими блюдами, но вначале мы предлагаем их Кришне, вначале мы предлагаем их Богу, и мы наслаждаемся только тем, чем уже насладился Господь. Говорится, что в этой знаменитой мантре, которая мантра прославления милости Бога, Маха Прасады Говиндей, Намо Брамани Вайшнаве, Свалпа Пуниватам Раджам, Вишвассанайва Джаяте. И дальше говорит, Шарира Видья Джалш, Джодендрия Тахикал. Говорится, что это тело, оно подобно комку невежества, а чувства – это тропинки, ведущие в ад. Но по Твоей милости, Господь, Ты дал нам свою милость, Шри Кришна Прасад.
И он говорит, там же говорится, что язык это самое сильное чувство, самое сильнейшее чувство. Контролировать, тот, кто смог обуздать язык, можно считать его настоящим истинным йогом. Вот. Джихва джао, да, то есть джихва, язык. И благодаря Кришна-прасаду мы начинаем контролировать язык. То есть, другими словами, речь идет о юктовой раге, когда все мы занимаем в служении. Так или иначе, нам приходится есть. Поэтому мы вынуждены есть. Мы не сможем, подобно тому, как машина должна питаться бензином, и туда мы, в общем-то, заливаем. Чем лучше машина, тем лучше бензин туда заливаем, тем выше октановое число. Поэтому в этом нет ничего плохого. Есть проблема, начинается тогда, когда, как здесь говорится, да, мы наслаждаем свои чувства. Но те, кто являются преданными Бога, асактаха, кто не привязан к плодам труда, и кто черпает наслаждение в самом себе, они как раз вначале предлагают эту пищу Богу. И так во всем. То есть любая деятельность должна быть посвящена Богу. И Кришна говорит, все, что бы ты ни делал, о Арджуна, какие бы яги ты ни совершал, делай это как подношение мне. И вот этот принцип, о котором мы уже говорили на одной из лекций, идам Кришна, идам намама, то есть когда мы делаем любую деятельность, совершаем как ягью, как жертвоприношение, этот принцип как раз об этом сейчас говорит Кришна здесь. И он говорит, что мудрый человек, он должен действовать таким образом. Он должен действовать в сознании Кришны. То есть он должен действовать не ради наслаждения собственных чувств, не ради каких-то плодов, которыми он будет позже наслаждаться, а ради удовлетворения Верховного Господа. И именно вот эта деятельность во имя удовлетворения Верховного Господа, она и приносит душе максимальное блаженство. Супрасидати, да, как в 6 стихе Бхагавад-гиты, когда Сути Госвами задают вопрос, Сута, лучший из нас, пожалуйста, мог бы ты нам ответить на вопрос, что является для жителей Кали-юги наивысшим благом? И, пожалуйста, поведай нам это в легкой, кратко и в легкодоступной форме, вот так, ни много ни мало. И отвечая на вопросы мудрецов, Сута Госвами говорит, «Савай пумсам паро дхармо, ято бхактира докшиджи». Он говорит, что высшей дхармой, высшим долгом или высшей деятельностью для живого существа является такая деятельность, которая в результате, как здесь говорит Шрила Прабхупада, приводит к преданному служению Кришне, да, или к преданному служению Адокшиджи. Адокшиджи это трансцендентный, да, это Верховный Господь. То есть вот такая деятельность, которая приводит постепенно к преданному служению бхактир адокшиджи, ято бхактир адокшиджи, то есть та, которая приводит к бхакти, к служению кому? Адокшиджи, трансцендентному. Такая дхарма, пародхармо, парам дхарма, да, то есть высшая дхарма, является савай пумсам для всех людей, без исключения. Вот является высшей дхармой, является такая дхарма или такая деятельность, которая в результате приведет к служению Бога. И дальше он говорит еще 2 строчки. Он говорит, ахайтуки апратихата яятма супрасидати. Супрасидати это наивысшее блаженство, яятма, душа, атма. Яятма супрасидати. Так вот, высшее блаженство душе приносит такая деятельность, когда она ахайтуки апратихата, она непрерывна и бескорыстна. Вот, собственно говоря, и здесь как раз вот, речь идет о первом этапе, постепенному приходу вот, к служению адокшиджи. Кришна советует занять таких людей, таких невеж, занять в преданном служении, не проповедуя им отречение, не проповедуя им отказ от чувственных наслаждений, но заняв их в преданном служении, потому что и идти по праврити-маргу, путем праврити-марга в Кали-югу опасно и невозможно. Ниврити-марг, к сожалению, нет у нас таких аскетов. Вот. Что касается... Однажды Шриле Прабхупаде задали вопрос, но если все пути, да, праврити-марг, ниврити-марг, если все пути все равно в результате ведут к Кришне, да, как Кришна сам говорит здесь, что тот, кто идет путем гьяны, и тот, кто идет путем бхакти, и тот, кто идет путем дхьяны, дхьяны-йоги, они все равно идут к одной цели. Но
тот, кто встал на путь преданности, достигает этой цели мгновенно. И однажды Шрила Прабхупаду спросили, если все пути ведут в одно место, то зачем, собственно говоря, куда нужно торопиться, если все равно мы все там будем? И Шрила Прабхупада сказал, конечно же, все пути ведут в одно место. Так или иначе, как Кришна говорит, прямо или косвенно, все служат мне. Прямо или косвенно. Но представьте, он привел аналогию, мы находимся в этом небоскребе, и вам нужно на самый высший этаж. Вы можете пойти пешком, а можете сесть на скоростной лифт. Что бы вы выбрали? Какой смысл, если вы можете добраться достаточно быстро и с комфортом, не затратив никаких сил, или потратить 6 часов, пока вы будете подниматься на 120 этаж? То есть, где разум? То есть, в чем разум? Зачем тратить время, которое отведено для самоосознания? Итак, подведем итог. Кришна здесь советует, чтобы не вносить смятение в умы невежд, привязанных, потому что мы до этого говорили о том, как действуют привязанные и непривязанные, говорили о двух типах желаний, о двух типах привычек, характеров, культуры и так далее, к чему это приводит. Но если мы сталкиваемся с таким типом людей, как нужно действовать? И Кришна говорит, не нужно им проповедовать отречение, не нужно говорить им откажись от чувственных наслаждений, поскольку они невежды, но их нужно занять позитивной деятельностью в сознании Кришны. Может быть, неосознанной деятельностью. Например, распространение Шри Бхагават-прасада, милости Бога, вносит серьезный вклад в изменение мира, на самом деле. Чистая пища, она меняет сознание людей. Как Шрила Прабхупада говорит, что пища освященная пища, она очищает тонкие ткани головного мозга, что в свое время побуждает человека начать поиски абсолютной истины. И со временем он обретает сознание Кришны, которого так не хватает в современном мире, говорит Шрила Прабхупада в одном из комментариев, по-моему, в читании Чаритамрити. Также чистый звук, он фактически, человек просто слушая чистый звук, описание игр Кришны, описание деяний, его деяний, описание деяний чистых преданных, описание или мантры, да, всевозможные, да, его ум постепенно очищается, и таким образом он становится также на путь преданного служения. Есть третий уровень, это чистая любовь, чистая пища, чистый звук и чистая любовь. Это преданное служение, бескорыстное преданное служение, которое по словам и утверждению Суты Госвами как раз дарует супрасидати, наивысшее блаженство, наивысшее наслаждение дарует душе. Вот этот путь, он также постепенно очищает. Даже те, кто неосознанно занимается этим служением Богу, неосознанно, он постепенно очищается. И тому много примеров, если брать, например, рассматривать влияние, да, влияние чистой пищи, влияние чистого звука и чистой деятельности или чистой любви. Например, мы знаем множество историй, которые, например, из Шримад Бхагаватам, Аджамила был грешником, серьезным грешником. В юности, несмотря на свое браманическое рождение, он низко пал, связался с проституткой и, собственно говоря, достаточно долгое время жил во грехе. И когда он умирал, он позвал своего сына, ему было 80 лет, но у него был 2-летний сын. Это говорит о том, что он наслаждался чувством очень долго. И по стечению обстоятельств и по его великой удаче он назвал сына именем Бога, Нараяна. И в то время, когда к нему пришли ямадуты, он стал звать сына. Он стал кричать «Нараяна, Нараяна, Нараяна». Но при этом значит, он не имел в виду Бога, но тем не менее в этот момент появились вместе с ямадутами появились вишнудуты, и вишнудуты, они, в общем-то, объяснили, да, в соответствии, по понятиям объяснили ямадутам, что им здесь делать нечего, что поскольку он произнес имя Бога, то, собственно говоря, теперь это не ваша иерархия. Теперь уже нужно отпустить его.
Вот. И таких примеров много на самом деле. Например, Вальмики, разбойник Вальмики, который стал повторять имя Рамы. Вернее, даже не так, он стал повторять и совершенно другое имя Мары. Мара — это смерть, потому что он не знал ничего, его язык не мог выговорить имена Бога. Люди нечистые, люди греховные, им крайне сложно повторять имена Бога. Вот. И повторяя Мара, 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 то есть постоянно он повторяя Мара, 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 тем самым стал повторять имя Бога и очистился таким образом. Таких историй в Шримад Бхагаватам описывается много. Также множество историй описывается и в Пуранах, и в Шримад Бхагаватам, в других Пуранах, как самый незначительный поступок Кришна может воспринять как преданное служение, неосознанное служение. Ну, известная история из 10-й песни ведьмы Путаны, которая хотела отравить Кришну отравленным молоком. Она приняла вид очень красивой девушки в те времена. Ведьмы, они могли менять свою форму, как бы, тела, обладали такими мистическими способностями. Она пришла как небожительница во Вриндаван. Она пришла, чтобы накормить Кришну отравленным молоком. То есть она смазала свою грудь ядом и взяв младенца на руки, как бы понесла его кормить. Так, что даже родственники, мама и вот, старшие, они просто даже не смогли, они увидели, они подумали, что это сама богиня процветания. И она взяла на руки ребенка, стала кормить. И несмотря на то, что она хотела отравить его, Кришна принял это как служение. То есть он подумал, конечно же, он вместе с молоком из нее высосал и всю жизнь ее, да, вот. Но она получила освобождение, она получила статус матери в духовном мире. Почему? Потому что Кришна решил, что она мать, она кормит меня молоком, значит, она моя мать. И даровал ей вот освобождение и статус матери в духовном мире. То есть множество примеров того, как чистая пища, чистый звук и чистая любовь, она трансформирует жизни людей, как она трансформирует общую атмосферу в обществе, общее состояние в социуме даже. Да? Вот, поэтому, собственно говоря, что нужно? Нужно, распространяя это знание, вовлекать людей еще и в процесс преданного служения. Ну что, давайте немножко обсудим о том, о чем мы говорили. Есть ли какие-то вопросы по теме, не по теме, может быть, как-то вот... мы говорили о мире двойственности, да? Да, Денис. Угу. Да, я вот хотел спросить, то есть на основе услышанного сейчас я понял так, что получается любой человек, даже демонический, может быть, вот, который родился там в колдовской семье, практиковал колдовство там, ну, явно был связан с темными силами, то есть, получается, он тоже может войти в сознание Кришны? Очень, Или у него есть препятствия? Или такой человек не может войти? очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Просто замечательный вопрос. И я на него отвечу таким образом. Может, потому что бхакти, оно не зависит ни от чего. Бхакти, оно зависит лишь от бхакти. Поэтому в этом смысле, в какой бы семье человек ни родился, считается, знаете, мусульманская семья считается, в общем-то, не очень, с точки зрения индуизма, не очень хорошее рождение, если вы родились в семье мусульман. Почему? Потому что они едят коров. И с точки зрения благочестивого индийца или индуса, в общем-то, это не очень хорошая карма. Их называют млечхи. Млечха — это тот, кто ест мясо коров, млечха. Но, тем не менее, мы знаем пример, например, Харидаса Такура, который родился в семье мусульман, но, тем не менее, сам Господь Чайтанья назначил его Нама-ачарьей, то есть ачарья, повторение святого имени. Он повторял в день 300 тысяч святых имен. Это был великий святой, которого искушала сама Майя Деви, но он, так сказать, обратил ее, эту Майю Деви, воплощение, да, вот этой вот куртизанки, которая была воплощенная Майя Деви, он превратил ее в преданную, сделал из нее преданную за 3 дня всего лишь.
Вот, поэтому есть примеры, как демоны становятся преданными. Да? История Махараджа Читракету. Ну, там, конечно, вернее, Вритрасура, демон Вритрасура. Там, конечно, понятно, что это сначала он был, Махарадж Читракету был проклят, родился демоном, но тем не менее он проявил такие качества преданного. Или Бали Махарадж. Бали Махарадж был внуком Прохлады Махараджа, ассурической династии, он был асуром. Такое, знаете, рождение, такая, ну, асуры — это те, кто не признает Вишну, те не признают Бога, это полные атеисты, они считают себя Богом, да, то есть вот это ассурические династии, и даже из их числа, вот Прохлада Махарадж, Бали Махарадж, они стали преданными. Поэтому что такое колдовская семья? У Пхишмы из Махабхараты, у Пхимы, Пхимасена, он женился, так вышло, он женился на демонице, и у него родился сын, тоже известный великий демон, но он принял Гададхач, его звали, Гададхач, и он принял участие на стороне пандавов, на стороне, то есть фактически он выступил, он стал преданным Кришны, выступил на стороне Кришны. Или известная история Рамайны, да, где брат Раваны, ну, как бы единственный брат, у него было несколько братьев, да, но вот единственный брат Раваны, как его имя было, простите, забыл, он был преданным Вишну, и Равана терпел это, поскольку это был его родной брат, он терпел это. Поэтому бхакти, оно не зависит ни от чего, бхакти происходит только от бхакти. В какой бы семье вы ни родились, что бы вы до этого не практиковали, вы можете стать сознающим Кришну, вы можете стать бхактой, вы можете стать, вернуться назад домой к Богу. То есть нет таких препятствий. Угу. Какие-то еще вопросы, может быть, Андрей или Денис, может быть, уточнения какие-то? Уточнение насчет есть еще. Ну, я просто этот предыдущий вопрос, он был, ну, связан с тем, что у меня как раз такая ситуация. Просто, например, если я там до этого раньше, ну, почему я перебирал столько учений всяких разных, потому что, ну, я не хочу как бы этим путем идти, мне это не нравится. Вот. Ну, в глубине души это больше как под давлением происходило. И допустим, вот в церковь мне была дорожка как бы закрыта, потому что сразу начиналась довольно серьезная долбежка. Вот, то есть, и это отражалось не только на мне, а и на моих детях, жене там. Вот, то есть, как бы они давали сразу же явно понять, что, ну, меня вплоть до того, что могут устранить с физического плана, ну, если я туда буду ходить. Вот. А когда я начал практиковать Махамантру, у меня этих проблем нету, и даже более того, я не хочу просто сейчас говорить, но у меня стали происходить такие необычные вещи вокруг меня, и главное, что вот эти, ну, темные силы, они сейчас, ну, меня не трогают, куда-то делись, так сказать. Вот. А вопрос у меня второй такой. Перед Махамантрой, вот этой, которую надо ли мне читать, я просто слово забыл, татва, ну, мантра, как бы предваряющая такая, для тех, у кого нет посвящения, то есть мне, ну, ее желательно читать, или в этом нет необходимости? Вы имеете в виду, что я не совсем понял, что за татва? Вот, ну, она как так называется, просто я забыл, так, сейчас, секунду. Или панчататва, да, наверное? Панчататва. Да. С обращением к Господу Чайтанья там идет, по-моему. Да. Вот, то есть мне надо вот эту читать, при использовании Маха-мантры, мне ее надо читать? Да, при использовании, вот перед Маха-мантрой необходимо читать Панчататва-мантру. Это, да, важно. Почему? Потому что Панчататва-мантра, говорится, устраняет все последствия оскорблений святого имени. Существует 10 оскорблений святого имени. Может быть, как-нибудь мы разберем их более подробно. При воспевании святого имени мы можем совершить апарадхи, да, или 10 оскорблений святого имени. Мы разберем обязательно в одной из лекций, поговорим об этом.
И Панчататва Махамантра, которая вот, наиболее милостивая мантра, она произносится, как правило, либо перед каждым кругом, либо перед вот, несколькими кругами. Ну, как правило, неплохо перед каждым кругом произносить Панчататва Махамантру. Да? Почему? Потому что Панчататва — это самые милостивые, вот эти 5 истин Панчататвы, да? Это самое милостивое воплощение Бога. Да? То есть во времена, когда Господь Чайтанья являл свои игры, то представьте, сразу 3 Вишну-татвы участвовали в этих лилах, и все эти 3 Вишну-татвы, они непосредственно играли роль бхакт. То есть это был бхакта-аватары, да? То есть это слуг, именно преданных. То есть представляете, сам Бог нисходит в этот мир как свой преданный. Для чего? Для того, чтобы явить всему миру, явить всем, в том числе вот этим невеждам, авидвамаха, да, вот, явить пример или ачар, вот как здесь Кришна говорит, пример того, как нужно действовать в сознании Кришны, как действует человек в преданности. Вот. И, собственно говоря, да, Панчататва Махамантра — это здорово. Вы практиковали черную магию, да? Или... Да, ну, начиналось у меня с таких там, ну, безобидных вещей, там, ну, так сказать. А потом у меня уже все это, ну, перешло уже в более, ну, темное русло, так сказать. И потому что ну, я с этими силами мог контактировать. Ну, то есть, точнее, они со мной могли контактировать. Вот. И да, то есть сейчас пока из них никто, ну, ко мне не приходит, но вообще да, как бы, то есть у меня с ними контакт есть с детства. То есть я родился, и уже, видимо, у меня прошлое, ну, скорее всего, с адских миров, я так думаю, потому что если бы я родился, ну, будучи там предыдущее воплощение человека, ну, вряд ли бы я такой багаж с собой притащил. Вот, поэтому, скорее всего, откуда-то снизов я сюда попал. Вот, наверное, вот так. Да, но действительно мы многие пришли, кто снизу, кто, ну, есть, конечно, редкие души, которые сверху, имеется в виду, ну, там, с райских планет, вот, но тем не менее, особенно если мы родились еще и в России, к тому же, да, то, скорее всего, у нас багаж действительно тяжелый багаж. Вот. Но тем самым вы видите, вы можете, так сказать, на вашем примере можно продемонстрировать могущество бхакти, могущество преданного служения. Ну, собственно говоря, в чем тут сомневаться? Верховная личность Бога, она и есть верховная личность Бога. Он повелитель всех лок, всех планет, всех живых существ, всех чувств всех живых существ. Поэтому очевидно, знаете, если у нас есть такая высшая крыша, да, то, собственно говоря, ну, кто сможет? Как в 90-е годы пару раз меня хотели лишить жизни, было дело. Но поскольку есть определенный этикет лишения жизни тех, кто в движении, да, в движнике, то там задавали вопрос старшим, и старшие защищали. То есть, когда есть крыша, бояться нечего. Но если есть высшая крыша, то, естественно, так сказать, все идет через нее. Поэтому дай Бог вам держаться вот в этом русле, потому что, знаете, как бывает, как Иисус приводил пример этот, что выгнал одного, но потом чуть-чуть ослабил, да, как-то двери открыл, приоткрыл, и он привел еще 7. Вот, то есть тогда, когда мы наводим порядок в доме, сразу возникает желание в этот дом прийти у многих, потому что там уже чисто, красиво, хорошо все обделано и так далее. Вот. У нас сейчас планируется санга по вторникам. Вот я вижу, пришел Пурушоттам Гауранга Прабху. Может быть, пока мы еще собираемся на сангу Пурушоттам Гауранга Прабху, может быть, что-то вы добавите по стиху, что-то интересное. Я могу прочитать стих. Вот. И мы говорили, вот сегодня мы изучали 26 стих, обсуждали. Что, я прочту его, может быть, что-то вы дополните. «Чтобы не вносить смятение в умы невежд, привязанных к плодам своего труда, мудрец не должен побуждать их прекратить всякую деятельность. Напротив, трудясь в духе преданного служения Господу, он должен занимать их разнообразной деятельностью.
и в кавычках, чтобы они могли постепенно развить в себе сознание Кришны. Вот. Если есть что добавить, можно, так сказать. Харе Кришна, дорогие преданные, рад вас видеть всех. Примите мои поклоны, пожалуйста. Я не думаю, что вообще стоит что-то добавлять. Югадхарма Прабху раскрыл, наверное, очень все полно. Это чувствуется по той энергии, которая идет сейчас вот из зума, вот, и по выражению ваших лиц. Я чувствую, что там происходило что-то особенное, поэтому не хочу даже, скажем так, как-то портить вам вот эту, атмосферу и настроение. Наоборот, хотел бы как-то, может быть, к вам подключиться и послушать, поучаствовать и получить немножко тоже вот этого настроения. Вот, поэтому поделитесь, пожалуйста. Ну, хорошо, давайте тогда скажем так. Мы можем сейчас, пока люди собираются еще на следующее мероприятие, на Сангу, мы можем спросить, есть ли еще какие-то вопросы или дополнения, или еще какую-то вот тему развить дальше обсуждение. Можем вот пока еще дальше продолжить это обсуждение. Вот. Ну а как появятся уже участники следующей сессии, мы тогда просто перезагрузку сделаем, да, такую перезагрузку темы. Угу. Андрей, может быть, у вас что-то? Как у вас дела? Что? Я, честно говоря, не знаю. Пока вопросов нет. У меня единственное в голове вопрос. Почему пошло деление на то, что Адвайта и Двайта, то есть то, что Господь является личностью, и то, что мы как бы сливаемся с Ним. Это где-то в Ведах описывается? Или где вообще? Откуда вот пошли разделения в учениях? Ага. Да, замечательный вопрос. Я вам сейчас попробую на него ответить, потому что если мы возьмем Веданта Сутру, то есть, собственно говоря, сама концепция Адвайты, да, единства, она пришла благодаря Шанкарачарье. Шанкарачарья, то есть если вот антологию рассматривать, даже вот это, да, вернее генезис развития философии Веданты, то примерно он развивался таким образом. Нарада, вернее Вьясадев, когда он систематизировал Веды, все это сжал до Веданты, как бы, да, суть Вед представил Веданте, потом фактически в афоризмах уже завершил это и свел это в Веданта Сутру, то есть как бы сутры, афоризмы. Вот, он все равно не чувствовал удовлетворения. И тогда Кришна, Нарада Муни, его духовный учитель, он объяснил ему причину его неудовлетворения и сказал: ты не описал просто деяний Господа, ты не описал, что Бог это личность. Да? То есть вот эта ошибка, которую совершил Вьясадева, она потом дорого, стоила. Вот. И он Вьясадева погрузился в медитацию, он увидел Бога, увидел его энергии, в том числе отделенные живых существ, покрытые его иллюзорной энергией, и таким образом родилось Шримад Бхагаватам. Но в свое время, то есть поскольку кто-то следовал путем, так сказать, Веданты, и Кали-юга, так сказать, наступила, уже жертвоприношения, они превратились просто в убийство животных, в барбекю, в шашлыки и так далее, то Господь не сходит в этот мир как Будда и отвергает авторитет Вед. Почему? Потому что все эти жертвоприношения, они прописаны в разделе Карма-канда. Да? Вот Карма-канда, Гьяна-канда и Упасана-канда. И вот Упасана-канда, она на самом деле небольшое занимает положение в Ведах, потому что Упасана-канда, она для тех, кто хочет вырваться из этого материального мира. Но большинство людей пришли сюда, отвергнув Господа, пришли для того, чтобы наслаждаться. Поэтому самый большой раздел Вед это карма-канда, как правильно совершать жертвоприношения, и как, так сказать, жить, чтобы у нас все было и ничего нам за это не было. Вот это называется карма-канда. Да? Но люди вот так тосты такие приводят, но они не знают карма-канды, они не умеют жить по карма-канде.
Вот. И, собственно говоря, Будда, поскольку он это был сам Господь, он очень эффективно провел вот эту, так сказать, эту операцию и отверг авторитет Вед, и вся Индия, она стала, ну, фактически атеистической, да, потому что концепция буддизма, нирвишеша шуньявада, да, вот эта нирвана, это концепция без Бога. Без Бога, значит, атеистическая. Но после этого необходимо было восстановить авторитет Вед. И восстановить его таким привлекательным образом, чтобы, ну, чтобы, так сказать, люди приняли это все. Потому что уже все вот, уже достаточно хорошо жили без Бога. И тогда по поручению Верховного Господа сам Шива, Махадев, он не сходит в этот мир как Шанкарачарья. Как Шанкарачарья, и он фактически дает всю ту же самую философию, как Будда, буддизма. Но вносит туда один очень привлекательный элемент, который он вытаскивает, как бы интерпретирует из Веданты. Из Веданты он берет и говорит, ну, то есть там же говорится Ахам Брахмасми, да, или Таттвамаси, там много таких вещей, которые утверждают, что душа есть Браман. И если мы Браман переводим как дух, то, в общем-то, противоречия нет. Но если Браман мы переводим как Бог, ну или как верховное живое существо, да, Браман, тогда получается, что душа Браман, да, и есть Браман. И вот Шанкарачарья, ловко жонглируя вот этими, так сказать, высказываниями Вед, да, он делает, с главным высказыванием Вед, он делает Таттвамаси, хотя оно является далеко не самым главным. Таттвамаси, ты есть то. И на основе этого целую философию вот Майявады или Адвайтавады распространяет. И он говорит, да, на самом деле Бог есть, и Бог это ты. Бог это я, Бог это ты, все есть Бог. Вот. И тогда, так сказать, он набирает очень серьезный рейтинг, вот это Адвайта Веданта, это как бы ответ на буддизм. Но после этого уже, так сказать, непосредственно Господь, ну, вернее, там есть и Рамануджа Ачарья, Мадхава Ачарья, которые говорят, также на основе Веданты дают немножко разные тоже толкования, но в конце концов приходит Господь Чайтанья и дает, или как бы не дает, а возвращает вот этот утраченный как бы смысл Веданты, Веданта сутры, изначальный смысл, как есть, без всяких интерпретаций и так далее. Вот он возвращает. Но изначально этот увод, он был сделан Шанкарачарьей. Вот эта философия Адвайта Веданта, она как раз происходит вот именно от Шанкарачарьи, который, кстати говоря, в конце своей жизни, он как бы, ну, открыл, да, все себя фактически. Он сказал «Баджа Гавинда, Баджа Гавинда, Баджа Гавинда, Мудхамате». То есть вот эта фраза, она как бы обезоруживает всех его последователей, и они не знают, что с ней делать. Он говорит, поклоняйтесь Гавинде, поклоняйтесь Гавинде, поклоняйтесь Гавинде. Мудха мате, мудха это, ну, ослы, короче. Не будьте ослами, поклоняйтесь Гавинде. Вот, это Шанкарачарья. Но эту фразу уже как-то меньше, так сказать, повторяют. И вот отсюда родилось Адвайта Веданта. Вот. Ну что, давайте мы тогда обсуждение нашей беседы закончим на этой, но само общение, оно будет сейчас продолжаться, я лишь отключу трансляцию.